Здравствуйте, дорогие мои садоводы. Вот скажите, что если я вам раскрою секрет, как обычную золу, ну, ту самую, что из печки или мангала, превратить в настоящее суперудобрение? Да-да, чтобы в нем было все: и калий, и кальций, и даже фосфор. А для этого нам понадобится всего один секретный ингредиент, который стоит, ну, сущие копейки. Сегодня мы с вами этот простой, но такой действенный способ и разберем. Так в чем же фокус? Как вот эту самую золу заставить отдать всю свою пользу до капельки, чтобы наши растюшки получили все, что им нужно для сильного роста и, конечно же, для богатого урожая? Давайте-ка разбираться вместе. Для начала давайте вспомним, что такое зола. Ведь это ж не просто мусор, правда? Это же настоящее сокровище. Прямо-таки золото садовода. Не зря ведь наши бабушки и дедушки ее так ценили. Посудите сами, в ней полно кальция, чтобы стебельки были крепкими. Калия хоть отбавляй, чтобы плоды были сладкими-присладкими. Да еще и всякие полезности вроде бора и марганца имеются. Ну как такое не ценить? Все правильно наши предки делали, все знали. Но, дорогие мои, есть тут один подвох. Вот это все богатство, все эти минералы, они как будто в сейфе заперты. Растения их видят, а достать не могут. Корни просто не в силах их впитать. Вот смотрите, давайте на примере березовой золы. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Кальция почти 35%, калия целых 12%. Это ж просто кладезь. А вот фосфора, который нам для корешков и для пышного цветения нужен, маловато, всего это 5%. Но самое обидное, что даже эту кроху растениям взять почти невозможно. А виной всему ее щелочность. У золы очень высокий pH, может доходить до 13. Это, чтобы вы понимали, почти как хозяйственное мыло. И вот в такой щелочной среде все наши полезные вещества, особенно этот капризный фосфор, просто каменеют, что ли, становятся нерастворимыми. И растение, как ни старается, скушать их не может. Вот и получается такая нестыковка. Зола дает нам сильную щелочь, а растюшкам-то нужна почва нейтральная. Она дает им фосфор в камне, а им нужен, так сказать, в виде супчика. Полное непонимание между ними. Вот что. Но не спешите расстраиваться. Решение есть, и оно, я уверена, у каждой хозяюшки на кухне стоит. Да-да, обычный столовый уксус. Это и есть наш первый ключик к этому самому сейфу с питательными веществами. Тут все просто, как дважды два. Кислота из уксуса гасит щелочь в золе. Вы наверняка видели это шипение, когда соду с уксусом гасите, да? Вот и тут также. В результате этого шипения получаются такие вещества, ацетаты называются. И вот их-то наши растения пьют, как водичку в жару, моментально. Давайте прямо по шагам посмотрим, что происходит. Значит, берем нашу золу, которая была заперта, добавляем в нее уксус. Все шипит, пенится, pH падает до нормального нейтрального уровня. И вуаля, и кальций, и калий становятся для растений как на блюдечке с голубой каемочкой. Бери не хочу. Казалось бы, ура, победа! Мы освободили кальций и калий. Но давайте-ка вернемся к нашей табличке. Помните, сколько там было фосфора? Кот наплакал, и уксус, к сожалению, тут нам не помощник. Он фосфор из ниоткуда не возьмет. А значит, удобрение наше все еще неполноценное. И вот тут-то, дорогие мои, мы и подходим к главному, к тому самому секретному ингредиенту, к той вишенке на торте, которая и превратит нашу зольную болтушку в настоящее, полноценное, комплексное удобрение. И знаете, что самое приятное? Стоит этот секрет, просто смешные деньги. Пакетик в любом садовом центре можно найти рублей за 50, не больше. Ну что, готовы? Раскрываю карты. Наш секретный ингредиент — это костная мука. Да, самая обычная костная мука. Это же просто природная бомба, заряженная как раз тем, чего нам так не хватало — фосфором. Только представьте, в ней бывает до 30% фосфора. А это залог мощных корней, обильного цветения и, как следствие, богатого урожая. К тому же там и кальций есть, и даже чуточку азота для зелени. Но просто идеальный партнер для нашей золы. Вместе они создают ту самую волшебную формулу НПК, о которой все говорят. Ну все, с теорией закончили, переходим к самому интересному, к практике. Я вам сейчас дам 3 своих проверенных рабочих рецепта. И никаких сложных весов, все будем мерить обычными стаканами, как привыкли.
Итак, рецепт номер 1. Это для наших любимых томатов, перчиков, баклажанов. Запоминайте, а лучше записывайте. Берем 2 стакана золы, добавляем 1 стакан костной муки. Прямо туда же выливаем стакан 9% уксуса. Оставляем эту смесь пошипеть часика на 2, а потом всю эту красоту разводим в 9 литрах воды и поливаем под каждый кустик где-то по пол-литра. Корни скажут вам спасибо. Теперь рецепт для огурчиков и кабачков. Тут пропорции немного другие. На 1 стакан золы нам понадобится всего 2 столовые ложки костной муки и полстаканчика уксуса. Здесь хватит и часа, чтобы все прореагировало. А разводим потом в 10 литрах воды. Такая подкормка просто спасение в жару, помогает им не вешать уши. Ну и третий рецепт для наших ягодных кустарников – смородины, малины и для плодовых деревьев. Здесь берем побольше – 3 стакана золы, стакан костной муки и 1,5 стакана уксуса. Настаивать нужно подольше – часа 3. А разводим потом в большом ведре, в 15 литрах воды. Если весной так подкармливать раз в пару недель, то ягоды и фрукты будут и крупнее, и намного слаще. Вот увидите. Ну вот, собственно, и весь секрет. Давайте теперь все по полочкам разложим, чтобы в голове уложилось, как эта простая хитрость помогает нашему саду-огороду цвести и плодоносить. Смотрите, как все просто получается. Зола — это наша основа. Она дает калий и кальций. Уксус — это наш ключик, он все открывает и делает доступным. А костная мука — это та самая сила, которая добавляет мощный фосфор и делает удобрение полным. И напоследок, мои хорошие, один очень-очень важный совет. Не торопитесь сразу все поливать. Любое новое удобрение, даже самое распрекрасное, сначала попробуйте на 1-2 кустиках. Посмотрите денек-другой, как они себя чувствуют. Это простое правило убережет вас от больших ошибок. Уж поверьте моему опыту. Вот видите, как получается. Немножко знаний, немножко простой химии, и вот уже обычная зола творит чудеса. И ведь это повод задуматься, правда? Сколько еще таких вот садовых секретов прячется в самых простых вещах, которые у нас под рукой? Нужно просто посмотреть на них по-новому.